Этим вечером стали известны шокирующие новости о легенде советского кино Александре Анатольевиче Ширвинде. Несколько минут назад в Москве к дому народного артиста у Патриарших прудов подъехали машины полиции, и прямо около подъезда дома были арестованы несколько участников программы «Дом-2» и «Камеди Клаб». Молодые артисты обратились к Александру Анатольевичу с шокирующей просьбой продать им все сценарии легендарных советских фильмов и театральных постановок. Сумма сделки не уточняется, однако Александр Ширвинд вновь проявил лучшие черты советской закалки и полную принципиальность. Герой советского кино спустил артистов с лестницы, вызвал полицию и по-русски послал их на 3 буквы. «Моя совесть не продается», как и легендарные советские фильмы. Пускай эти горе-актеры поищут славу в другом месте, заявил Александр Ширвинд. К сожалению, арест внука и столь ошеломительные события печально отразились на здоровье Александра Анатольевича. СМИ сообщили подробности происшествия. Александр Анатольевич Ширвинд, как руководитель Московского академического театра сатиры, имеет в своей собственности многие сценарии театральных постановок и художественных фильмов. Молодые артисты ради наживы хотели сделать ремейки театральных постановок и художественных фильмов, причем на английском языке. Однако Александр Анатольевич проявил принципиальность и не дал свершиться этому безобразию. К сожалению, печально отразилось на народном артисте его очередное свидание со своим внуком Андреем, который находится в местах лишения свободы за покушение на своего деда. Осужденный на 12 лет внук артиста постоянно молит о помощи и просит изменить ему наказание. Также на Александра Анатольевича оказывают давление его родные и коллеги-артисты. Однако Ширвинд не преклонен и полностью уверен в своей правоте. На очередном свидании внук артиста заявил своему деду, что у него серьезное заболевание и он не выживет в местах лишения свободы. Встревоженный Александр Анатольевич обратился к администрации, чтобы разобраться в этой ситуации. Увы, это оказалось очередной ложью со стороны внука. На недавней медкомиссии было установлено, что внук артиста не страдает такими заболеваниями, которые могут привести к летальному исходу. К сожалению, Александр Анатольевич сильно разволновался, и по пути домой у него произошел гипертонический криз. Легенда советского кино был срочно госпитализирован. Состояние артиста диагностируется как средне-тяжелое.